Всем привет! Данное видео посвящено кровельным работам устройства черепичной крыши. После того, как готова стропильная система, на стропила степлером пристреливают гидроизоляционную мембрану и прибивают контррейку размером 2,5 на 5, это в нашем случае. Затем на нее набиваем обрешетку, бруски 5 на 5 см, с шагом 35 см. Тоже в нашем случае этот шаг рассчитывается. Самый первый брусок прибивается на дополнительную контррейку размером 2,5 на 5 и длиной 15 см. Для того, чтобы приподнять первый ряд черепицы, так как она не ложится на черепицу, надо компенсировать саму высоту черепицы, чтобы была ровная поверхность кровли. Контррейку, первый брусок, набиваем так, чтобы на него сверху можно было потом напустить гидроизоляционную мембрану. То есть контррейку не добиваем до конца стропил. Черепица тяжелая, и быстрее и легче всего поднять ее на крышу, это используя автокран. Для этого используется приспособление временное, типа стола, которое опирается на две стропилы и ставится в том месте, где под стропилами проходит прогон. Значит, используются мягкие стропы, чтобы не повредить черепицу. Под них вверху поддона подкладывается два бруска толщиной 150 на 5 см. Поддон тяжелый, весит почти тонну. Желательно заказывать хороший кран с длинной стрелой. На данном объекте получилась идиллия. Стропольщик и крановщик – мастера своего дела и понимают друг друга. Обошлось без криков и матов, обычные при таких работах. На данную крышу 177 квадратных метров ушло примерно 8,5 поддонов черепицы. Крыша вальмовая, четырехскатная. Оптимальный вариант для кровли. Защищены все 4 стены от дождя. Сейчас ребята разносят черепицу, довольно такая тяжелая работа, так как кран подпирает и надо спешить, чтобы его быстрее отпустить. И 8-9 поддонов, это надо побегать. На первый брусок прибиваем алюминиевый капельник оцинкованными гвоздями на 50. Потом на капельник настилаем гидроизоляционную мембрану, прижимаем ее пластиковым антиворобьем и тоже его прибиваем. Вот сейчас прибивается антиворобей. Пока не работает, слушаем музыку. Разрезаем болгаркой моток оцинкованной проволоки, которая будет использоваться для подвязки резаной черепицы на углах кровли. Начинаем укладывать первый ряд черепицы снизу с угла кровли слева направо. Антиворобей не оригинал, отечественный немного жестковат, поэтому его приходится прижимать ногой. В то время, когда один человек укладывает черепицу в ряд, второй и третий занимаются углом. Черепицу пилят прямо на крыше, хоть это и не по технике безопасности, но значительно быстрее. Черепица фирмы Braas, модель Франкфурт, бетонная. Довольно крепкая, выстоянная, падая с высоты, почти не разбивается. Угловую черепицу режут и просверливают. Привязывают оцинкованной проволокой, пару раз обвязав через брусок и забив в него оцинкованный гвоздик на 50. Вот вы видите, как это делается. Использовать специальные универсальные зажимы дорого. Их навязывают кровельные фирмы, но это неэффективные, они плохо держат, ненадежно. Именно сама прищепка. Черепицу в принципе можно резать на любые размеры, угловые кусочки.
маленькие и очень маленькие, она все равно привязывается, потом отклеивается под коньковой лентой, над ней нависает конек, и она же никуда не денется и не улетит. Можно не заморачиваться, чтобы рассчитывать, чтобы в углу сошелся и резать большой кусок. Используя для этого дорогие фасонные половинки черепицы. Первый и последний ряд черепицы просверливается и прибивается оцинкованными гвоздями. Одна черепица прибивается на один гвоздь. Бригада, которая работает на видео, выполняет кровельные работы в Одесской области. Бригадир Слава – человек в камуфлированной одежде. Зовут Слава. Его телефон будет в описании под видео. Без посредников. Ребята профессионалы, занимаются только кровлей, только кровлей. Город Одесса, Ильичевск, Белгород-Днестровский, Арциз, Саратов, Авдеополь, Беляевка, побережье Черного моря, Грибовка, Курортная, Затока, Сергеевка и другие места в Одесской области. Устройство и ремонт любых видов кровли. Черепица, металлочерепица, мягкая битумная кровля, водосточные системы, подшивка карнизов, установка мансардных окон. Цены приемлемые. Обычные устоявшиеся средние цены на кровельные работы. Плюс вы получаете бонус. Это качество и скорость. Бригада слаженная, работает быстро и молча. Каждый знает, что ему делать, что делает его коллега, работает в команде, помогает друг другу. Пока двое заняты первым рядом, третий заканчивает бить антиворобей. Заметьте, мембрана напущена на капельник, чтобы возможный конденсат имел возможность спокойно покинуть подкровельное пространство. Начиная со второго ряда по диагонали через каждые 3 черепицы набивают противоветровые клеймеры. Это не обязательное действие, просто подстраховка от подрыва черепицы на случай ураганного ветра. Остальная черепица просто разлаживается на обрешетку и ничем не крепится. Верхняя черепица цепляется уступом за обрешетку, ложится и прижимает нижнюю. Затем следующая рядовая черепица прижимает ее. После того, как забили антиворобей, стали работать втроем по такой схеме. Один только режет и сверлит, второй занимается углом, размещает черепицу и привязывает ее к вальмовому брусу. Бригадир же тем временем раскладывает черепицу и гонит квадратуру. Данную крышу 177 квадратов эта бригада в 3 человека накрыла за 4 дня. Это с учетом, что 2 дня работали только до обеда и были небольшие простои, не вовремя подвес материал. Устройство обрешетки с мембраной занял 1 день. 1,5 дня укладывали черепицу и полдня делали коньки. Саму стропильную систему делала другая бригада, и это будет другое видео.
Видно, блестят, это прибитые противоветровые клямеры. Обратите внимание, как спокойно и легко ребята передвигаются по крыше. Без дополнительных приспособлений, веревки, леса, лестницы. Чувствуют себя комфортно. Это и есть профессионализм. Пусть вас не обманывает мощный зум на видеокамере. Там довольно-таки высоко. Большой уклон, больше 40 градусов и скользко. Когда я залез, иначе как на четвереньках я там не передвигался. Если у вас лишний вес, эта работа не для вас. Нужно иметь крепкие ноги и эластичные связки, то есть не убитые, сгибаемые колени. Ну и желание работать, конечно. Дело идет быстро, когда все правильно разложено на крыше, квадратура выскакивает. Я бывало отлучался ненадолго, приезжал и уже просто был шокирован объемом работы. Сейчас ребята устанавливают мансардное окно, он же люк для обслуживания крыши. Подрезают черепицу, чтобы окно могло нормально открываться и не зажималось. Над окном сверлят черепицы дырки и прибивают ее. Также устанавливают желобок, сделанный из алюминиевого капельника, чтобы отвести воду с мембраны в сторону. Видите, возле конька черепица целая. Это рассчитывается шагом от решетки. У нас получилось 35. Это максимальный шаг на данную черепицу. Больше уже нельзя, можно только меньше. Вот сторона практически готова. Одна. Скоро пойдем на вторую сторону. Дело движется очень быстро.
начинают делать противоположную большую сторону. Идут также по часовой стрелке слева направо. Если вы заметили, на крыше нет дымоходов и вентиляционных труб. Внутри дома еще не готовы перестенки. Данные коммуникации будут выведены позже. Снять в нужных местах несколько черепиц не представляет сложности. Значит, делают все то же самое сейчас, что и на южной стороне. Сейчас раскладывает черепицу бригадир, делая уступ, чтобы прибить противоветровые клямеры. Прибивает противоветровые клямеры. На вопрос, можно ли сделать черепичную крышу самому, ответ однозначный – да. Это вот есть такой миф. Это миф, что укладка черепицы – нечто непостижимо сложное. На видео видно, что это просто. Также миф, что под черепицу требуется какая-то архисложная усиленная стропильная система с огромными сечениями стропил и балок, что нужен усиленный фундамент и прочее. Под черепицу подойдет кровельная система, характеризующая одним словом – нормальная. Фундамент на каждый проектируемом доме должен без вопросов держать нагрузку любого покрытия кровли. В данной вальмовой кровле с размером по стенам дома 13×8 и с длиной верхнего конька 5 метров использовались 6-метровые стропила с сечением 5×150. Это самое обычное ходовое сечение, которое используют почти под все виды кровли, под металлочерепицу и прочее. Правда, шаг данной кровли стропил составил 60 см, что тоже ходовой размер, так как он идет под размер утеплителя. И стропила посередине на расстоянии 3 метров подперты прогоном, брусом 100×100, так называемый стол. И под коньком также установлен брус, что является классической стропильной системой вальмовой крыши. Есть специальные калькуляторы на сайтах в интернете для расчета кровельной нагрузки. Вот с такими данными стропил, как я вам перечислил только что. Ничего сверхъестественного тут нету, обычно все. Значит, данная кровля выдерживает расчетную нагрузку под черепицу. К примеру, как на вальмовой крыше рассчитывается длина конька, чтобы были одинаковые по углам свесы на все 4 стороны. Очень просто. Размеры дома 13×8, 13×8, конек равен 5 метров. И все углы и свесы будут одинаковые. Это вдруг, если кто не знал или ломает голову с расчетами. Немного расскажу об этой черепице. Черепица бетонная,
цементно-песчаная фирма Braus. Это общеизвестный немецкий бренд. Заводы по всему миру. Данная партия приехала из завода, расположенного в Польше. Модель Frankfurt. Самая популярная в Европе, в таких странах как Польша и Германия. Покрашена в бетонной массе в терракотовый цвет с покрытием люмин. Стойка ультрафиолету и износостойкая. Вблизи черепица на первый взгляд неказистая, видны поры, но на крыше смотрится изумительно, практически неотличима от керамической, даже может где-то и красивее. Керамическая черепица тоже делается этой фирмой, разница лишь в том, что вместо бетона используется глина. Так как ее надо выжигать при больших температурах, что затратно, поэтому она стоит дороже. Бетонная и керамическая черепица по своим качествам, в частности долголетия использования, практически сопоставимы. Черепица была приобретена со скидкой по цене всего 6 евро за квадратный метр. За чистый квадратный метр на кровле. Что получилось даже дешевле, чем за брендовую металлочерепицу в 5 мм по цене 7,5 евро за квадрат. Коньки, конечно, значительно портят смету, но при умении торговаться можно выбить скидку в 30%. В общем, сметы получились по цене почти одинаковые. Металлочерепица не дороже, так как при вальмовой крыше сумасшедшие отходы на углах. И как обычно, квадратуру указывают в чистом листе до пресса. Дороже вышла только работа, но полученный результат того стоит. Клиент доволен. А если рассматривать общую смету с учетом срока службы, то черепица это самый дешевый кровельный материал. Так как ее срок службы примерно 50-100 лет без ремонта. А при металлочерепице 20 лет и возможно где-то уже надо будет менять. Это разобрать, собрать, работа плюс материал. Если это все посчитать в долгосрочной перспективе, то черепица это самый дешевый получается кровельный материал. Смотрите также вторую часть этого видео, где мы рассмотрим устройство коньков. Также я выложу обзор вот этой черепицы немецкой Braus, где подробно о ней расскажу. Она, конечно, не идеальная, есть там небольшие косячки, но все равно она намного лучше, чем отечественные, можно четко сказать, подделки. Ну, не подделки, а копии, вернее копии, реплики этой черепицы, такие фирмы как Honda, ну и другие. Honda так самая известная сейчас. Чем лучше эта черепица, сразу скажу, по крепости, она крепче. Не знаю, с чем связано, или цемент наши воруют, или он не такого качества, как в Польше или в Германии. Но данная черепица довольно-таки крепкая. Лучше по геометрии, но есть и свои небольшие тоже изъянчики, но в целом она лучше. Спасибо за просмотр. Смотрите вторую часть данного видео, где будет полностью показано устройство коньков вальмовой крыши. Сейчас ребята заканчивают последнюю маленькую сторону. Вот эта черепица, где вот другого цвета, это просто на ней пыль при резке, которая. Это противоветровой клеймер. Заканчивает угол, ребята. Прямо на весу режут, ходят как коты по крыше.
Зато быстро, хоть и не безопасно. Инструменты используют ребята самые обычные. Такого супер модного, там навороченного ничего у них нету. Нормальные молотки еще советские. Болгарки обычные, дрели обычные. Все обычно можно купить в магазине. Последний кусочек. Немножко лишней черепицы, ее надо будет снять. Вот видите эту сторону законченную, как она выглядит. Это модель Франкфурт. Есть еще модель Таунас. Там профиль более крупный. Там более тяжелая крыша. Ну, мне сначала нравилась Таунас, но потом передумал, купил Франкфурт. Думаю, что нормально. Все привязано. Все прикручено. Ребята довольные. Практически первая половина дня. Они вот заканчивают. Еще можно было обработать, но они оставили коньки на следующий день. Хотя могли бы и сделать и сегодня, так как с такой скоростью, как они работают. Остался еще маленький кусочек совсем. Заметьте, ходит как кот. Все скользко. Не думайте, что там легко там находиться. На этом угле. И там высоко. Все, всем пока. Рад, если кому-то помогло это видео. Вот видите, какие маленькие кусочки. Ничего, оно все будет держаться, проклеится лентой. Никуда он не денется, этот кусочек маленький, не улетит. Смотрите, слазит. Подстраховочка. Опс, даже не требуется ему, но на всякий случай. Все. Ноги гудят, видно, да. Вот так выглядит крыша без коньков. А завтра будут коньки. Всем пока.